Мир военной техники полон тайн и секретов, многие из которых остаются скрытыми от широкой публики. Некоторые из самых загадочных проектов были разработаны еще во время Холодной войны, когда гонка вооружений достигала своего апогея. Например, один из самых амбициозных проектов Соединенных Штатов — это самолет-невидимка, получивший название Blackbird. Разработка этого аппарата началась в середине 70-х годов и продолжалась в строгой секретности. Его основная задача заключалась в том, чтобы выполнять разведывательные миссии, оставаясь незамеченным для радаров противника. Инженеры использовали инновационные материалы и технологии, которые позволяли самолету укрываться от обнаружения. Не менее интересным является проект «Иллюзия», который разрабатывался в Советском Союзе. Этот проект также подразумевал создание самолета, способного обмануть радары. Основная идея заключалась в том, чтобы использовать специальные технологии, которые позволяли бы создавать воздушные мишени, ложные сигналы, вводящие в заблуждение системы противовоздушной обороны. Однако проект так и остался на стадии концепции, так как ресурсы были перераспределены на более приоритетные направления. Секретные разработки не ограничивались только авиацией. Непрерывно велись работы над боевыми кораблями и подводными лодками. Один из таких проектов — подводная лодка «Борей», которая стала символом новой эры в российском подводном флоте. Эта лодка была спроектирована с использованием технологий, позволяющих ей оставаться практически незамеченной для противника. Она обладает уникальными характеристиками и может нести на борту до максимум 14 межконтинентальных баллистических ракет. На Земле также существует множество секретных проектов. Например, танк Меркава является израильским шедевром, который был создан с учетом опыта боевых действий. Его уникальная конструкция и возможности делают его одним из самых защищенных танков в мире. Однако о многих его функциях известно лишь узкому кругу специалистов, так как Израиль тщательно охраняет секреты своей военной технологии. Раскрытие информации о тайных разработках стало возможным благодаря утечкам и разоблачениям, которые происходили в последние десятилетия. К примеру, в 2000-х годах в сети появились документы, описывающие проект Супер Ховард, который предполагал создание усовершенствованного боевого робота. Этот робот мог бы выполнять различные задачи на поле боя, от обезвреживания мин до ведения боевых действий. Однако проект столкнулся с множеством технических и этических проблем, что заставило его приостановить. Увлекательные факты о тайных военных разработках открывают завесу над тем, как технологии меняют облик войны. Но это лишь верхушка айсберга. За каждым из этих проектов стоят не только технические факты, но и множество загадок, которые ждут своего раскрытия. В следующей части мы погрузимся в мир скрытых технологий, которые изменяют лицо войны и открывают новые горизонты в военной стратегии и тактике. Современная война не может обойтись без использования передовых технологий, которые меняют ее облик и делают сражения более эффективными и опасными. Одним из наиболее значительных достижений в этом отношении стали беспилотные летательные аппараты. Например, дрон «Предатор» стал символом новой эры в военных действиях, позволяя вести разведку и наносить удары с большой точностью, оставаясь при этом на расстоянии от противника. С момента его появления в боевых действиях этот дрон значительно изменил подход к ведению войны, обеспечивая возможность проведения операции без непосредственного риска для жизни пилота. Но это не единственный пример. Разработка новых технологий также затрагивает сухопутные силы. Боевые роботы, такие как Star Trek, уже начали использоваться в некоторых конфликтах. Эти машины могут выполнять сложные задачи, начиная от выявления врага и заканчивая поддержкой пехоты в бою. Их использование позволяет значительно снизить потери среди личного состава, а также повысить эффективность операций. Не менее интересным является применение технологий виртуальной реальности в обучении военнослужащих. Симуляторы, которые позволяют солдатам тренироваться в условиях, приближенных к боевым, стали неотъемлемой частью подготовки. Они помогают отрабатывать сложные сценарии и реакции в экстренных ситуациях, что в свою очередь влияет на успешность боевых операций. Например, американские военнослужащие используют такие тренажеры для подготовки к операциям в сложных условиях городских боев. Кроме того, среди скрытых технологий, изменяющих лицо войны, находятся системы кибербезопасности и электронные средства войны. Кибератаки становятся важной частью современных конфликтов. Успешное отключение вражеской системы управления или радиолокации может решить исход боя. В этой области активно разрабатываются методики и инструменты для защиты от киберугроз, которые необходимо учитывать при планировании операций. Стоит упомянуть и о таких технологиях, как лазерное оружие. Оно представляет собой прорыв в области вооружений и обещает значительно изменить ведение войны в будущем. Лазеры способны поражать цели практически мгновенно, что делает их эффективными против беспилотников и ракет. Такие системы, как система лазерной защиты ВМС США, уже начали внедряться в вооружение, демонстрируя свою эффективность в тестах. Говоря о скрытых технологиях, нельзя не упомянуть о новых материалах, которые используются в производстве военной техники.
Композиты и легкие сплавы, применяемые для создания брони и корпусов, обеспечивают не только высокую прочность, но и легкость техники. Это позволяет улучшить маневренность и скорость передвижения военных машин на поле боя. Например, современные танки обладают защитой, которая по своим характеристикам превосходит их предшественников. Таким образом, скрытые технологии, такие как беспилотники, кибероружие и лазеры, уже изменяют лицо войны, создавая новые возможности для ведения боевых действий. Эти достижения не только повышают эффективность, но и ставят перед военнослужащими новые задачи. Перед тем, как мы окунемся в неизведанные факты и легенды о военных машинах, стоит задуматься о том, что за каждым из этих разработок скрываются интересные истории и неожиданные события, которые могут изменить наше представление о военной технике. Среди множества военной техники существуют легенды, которые порой кажутся невероятными, но они вызывают неподдельный интерес у любителей военной истории. Одна из таких легенд — это танк-призрак, который, согласно слухам, был разработан в Соединенных Штатах в конце 90-х годов. Говорят, что это была экспериментальная машина, способная временно становиться невидимой. Подразумевается, что она использовала комбинацию новых материалов и технологий, чтобы обмануть глаз противника и радары. Хотя о существовании танка-призрака нет официальных подтверждений, его мифология продолжает жить. Не менее интересна история машины судного дня, которая в Советском Союзе была известна как День Х. Этот проект был задуман в качестве аналогии к созданию мощного стратегического оружия. Легенда гласит, что его основная задача заключалась в том, чтобы поддерживать связь между командованием и войсками в случае ядерной войны, позволяя сохранить систему управления даже в условиях хаоса. Несмотря на свои амбициозные цели, проект остался на стадии концепции и так и не был реализован. Повышенный интерес также вызывает миф о суперсолдате, в создании которого занимались многие страны в попытках добиться непобедимого бойца. Сообщается, что в рамках этой программы были разработаны специальные препараты и технологии, которые, по слухам, могли увеличить физические и умственные способности военнослужащих. Некоторые даже утверждают, что подобные эксперименты проводились на базе военных учреждений, но факты остаются скрытыми. Легенды о тайных проектах не ограничиваются только сухопутной техникой. Существуют слухи о летающем крейсере, который якобы разрабатывался в Соединенных Штатах в середине 2000-х. Говорят, что это был огромный беспилотный аппарат, который мог бы действовать как на земле, так и в воздухе, поддерживая войска с высоты. Этот проект также остался неразгаданной загадкой, и, несмотря на множество слухов, он так и не был официально подтвержден. И, конечно, нельзя не упомянуть о «золотом танке», который, по слухам, был создан в России в начале 2000-х. Говорят, что эта машина была оснащена уникальными технологиями, которые позволяли ей быть почти неуязвимой для большинства противотанковых средств. Несмотря на свою мифическую природу, «Золотой танк» стал легендой среди военных историков и любителей техники. Также интерес представляет история с летучими минами. В 90-х годах появились слухи о том, что некоторые страны разрабатывают минные системы, которые могли бы действовать как высокоточные снаряды, нацеленными на конкретные цели. Эта информация оставалась под грифом «секретно», и до сих пор недостаточно фактов, подтверждающих или опровергающих эти слухи. Эти легенды о военных машинах не просто занимают умы любителей военной истории, они также подчеркивают, как много тайн окружает разработки, которые могут изменить облик будущих конфликтов. За каждым из этих мифов стоит не только интересная история, но и множество неразгаданных вопросов. Погружаясь в мир военной техники, мы не только открываем для себя факты, но и сталкиваемся с интригующими моментами, которые могут сформировать наше понимание о том, что происходит в скрытых глубинах военной стратегии и технологий. Перед нами открывается захватывающая перспектива, и в следующей части мы узнаем о загадочных инцидентах с техниками, которые продолжали оставаться в тени. Загадочные инциденты с военной техникой — это не просто слухи, это реальные события, которые оставили за собой множество вопросов и недосказанностей. В мире, где каждая деталь имеет значение, такие случаи, как исчезновение военной техники или непредвиденные столкновения, могут привести к серьезным последствиям. Один из самых известных инцидентов произошел в 1993 году, когда в районе Химкинского водохранилища в России была замечена подводная лодка, которая, согласно некоторым свидетельствам, могла быть экспериментальной. Лодка не имела зарегистрированного номера и исчезла без объяснений, оставив только слухи о том, что это была неофициальная разработка. Однако не только подводные лодки стали объектом интереса. В 1981 году в районе Тихого океана были зафиксированы странные радиосигналы, которые, как утверждают эксперты, исходили от экспериментального самолета, который должен был быть невидим для радаров. Хотя официальные источники опровергли эти слухи, они породили множество теорий о том, что это могло быть связано с программами, о которых никто не знает.
Одним из наиболее захватывающих инцидентов стал случай в 1992 году, когда в пустыне Невада, в районе, известном как Зона 51, местные жители стали свидетелями появления неидентифицированного объекта, который, по их мнению, мог быть военной техникой, разработанной в строгой секретности. Жители утверждали, что видели летающие аппараты, которые двигались с невероятной скоростью и маневренностью, недоступной для обычных самолетов. Эти наблюдения породили множество слухов о тайных проектах и экспериментах, которые проводились в этом закрытом районе. Не менее интересен случай, произошедший во время войны в Ираке. В 1992 году американские войска столкнулись с неидентифицированным беспилотным аппаратом, который, по сообщениям, вел наблюдение за их позициями. На протяжении нескольких недель этот аппарат продолжал нарушать воздушное пространство, пока, наконец, не был сбит. Однако уцелевшие обломки не соответствовали ни одному из известных типов беспилотников, что вызвало шквал вопросов о его происхождении и назначении. Кроме того, в 1989 году в Восточной Европе произошло еще одно загадочное событие. Во время учений советских войск один из танков исчез вместе с экипажем. Спустя несколько дней, когда танк был найден, его оборудование было полностью уничтожено, что вызывало спекуляции о том, что с экипажем произошло что-то непредвиденное. Эти события стали темой обсуждений и порожили множество теорий о секретных экспериментах и технологиях. Также следует упомянуть об инциденте в 1995 году, когда на одной из военных баз в США произошел непредвиденный выброс радиации. По неподтвержденным данным, это могло быть связано с тестированием нового типа вооружения. После этого инцидента база была закрыта, а информации о том, что там происходило, никто так и не получил. Загадочные инциденты с военной техникой продолжают оставаться в тени, и каждый такой случай открывает новые вопросы. Эти события заставляют нас задуматься о том, что еще может скрываться за завесой секретности. Перед нами открывается картинка, полная тайн и неразгаданных загадок, которые ждут своего часа. Погрузившись в эти истории, мы приближаемся к пониманию того, что за каждым инцидентом скрываются не только факты, но и целые миры, полные технологий и разработки, которые могут изменить будущее войны. Теперь, когда мы изучили эти загадочные события, пора перейти к секретным экспериментам. Тем технологиям, о которых вы, возможно, никогда не слышали. Секретные эксперименты в области военной техники часто остаются в тени, однако некоторые из них привлекли внимание благодаря своей уникальности и амбициозности. Одним из таких примеров является программа по созданию боевых роботов, которая начала развиваться в Соединенных Штатах в начале 2001 годов. Изучая различные технологии, ученые работали над концепцией, которая могла бы интегрировать искусственный интеллект в военную технику. Эти роботы должны были быть способны самостоятельно принимать решения на поле боя, распознавая угрозы и реагируя на них без прямого командования человека. В то же время в России ведутся работы над проектом «Управляемый солдат», который предполагал создание специального экзоскелета для военнослужащих. Этот экзоскелет должен был значительно увеличить физические возможности солдата, позволяя ему поднимать тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния без особых усилий. Прототипы таких экзоскелетов были протестированы в нескольких условиях, но проект столкнулся с множеством технических трудностей, что затормозило его дальнейшее развитие. Не менее загадочными являются исследования в области воздействия на человеческий организм. В некоторых странах проводились эксперименты с использованием специальных препаратов, которые могли бы улучшать физическую выносливость и реакцию солдат. Эти программы, как сообщается, часто оставались засекреченными, и лишь изредка появлялись утечки информации о том, что подобные исследования действительно имели место. Препараты, которые разрабатывались в рамках этих программ, иногда вызывали неожиданные побочные эффекты, что ставило под сомнение их безопасность. Одним из самых захватывающих секретных разработок стал проект «Супербоец», который был инициирован в нескольких странах. Изучая различные аспекты военной медицины и физической подготовки, исследователи пытались создать идеального солдата, который бы сочетал в себе лучшие качества. Этот проект стал темой множества обсуждений и споров, но вскоре был свернут из-за этических вопросов. Также стоит упомянуть о разработках в области нанотехнологий. Некоторые исследовательские группы работали над созданием материалов, которые могли бы самовосстанавливаться после повреждений. Такие технологии, если бы они стали доступны, могли бы значительно увеличить срок службы военной техники. Однако, несмотря на многообещающие результаты, большинство из этих проектов осталось на стадии разработки. Среди других интересных направлений стоит отметить эксперименты с лазерным оружием. В Соединенных Штатах и других странах активно проводились тесты на создание мобильных платформ, которые могли бы использовать лазеры для нейтрализации угроз, таких как беспилотные летательные аппараты. Проектировщики стремились создать системы, способные поражать цели на больших дистанциях с высокой точностью. Эти разработки привели к созданию нескольких прототипов, которые были испытаны в реальных условиях, демонстрируя свою эффективность.
В дополнение к этому ряд стран также начал исследовать применение бионических технологий в военной сфере. Разработки включали создание имплантатов, которые могли бы улучшить восприятие и реакцию солдат. Эти технологии были нацелены на устранение физических ограничений и на улучшение взаимодействия между человеком и машиной. Однако многие из этих экспериментов оставались закрытыми для общественности, и о них стало известно только благодаря разоблачениям и утечкам информации. Все эти секретные эксперименты подчеркивают, насколько многообразными и амбициозными могут быть разработки в области военной техники. За каждым проектом стоят не только уникальные идеи, но и множество вопросов о будущем войны и том, как технологии могут изменить подход к ведению боевых действий. Погружаясь в эту тему, мы осознаем, что мир военных технологий полон неожиданностей и потрясающих открытий, многие из которых еще ждут своего часа. Теперь нам предстоит взглянуть на современные шпионские техники, которые раскрывают тайны разведки и открывают новые горизонты в области безопасности. Современные шпионские техники представляют собой удивительное сочетание передовых технологий и инновационных методов сбора информации, которые создают новые возможности для разведки и обеспечения безопасности. Одним из самых ярких достижений в этой области стали дроны, которые активно используются для наблюдения и сбора данных. Эти беспилотные летательные аппараты могут летать на значительных высотах, оставаясь незамеченными, и передавать информацию в режиме реального времени. Например, дрон Geronimo, разработанный в Соединенных Штатах, использовался для проведения операций в зонах конфликта, обеспечивая высокую степень точности и безопасности для своих операторов. Однако дроны — это лишь верхушка айсберга. Современные разведывательные системы включают в себя и спутниковые технологии. Спутники, находящиеся на орбите, могут делать детализированные снимки объектов на Земле, что позволяет получать информацию о расположении войск, военной техники и стратегических объектов. Эти снимки часто используются для анализа ситуации в регионах конфликта, позволяя предсказывать действия противника. Спутниковая разведка стала важным инструментом для правительств, обеспечивая возможность быстрого реагирования на изменения в обстановке. Киберразведка также занимает важное место в современном шпионском арсенале. Специальные команды специалистов по кибербезопасности работают над выявлением уязвимостей в системах противника и их использованием для сбора информации. В последние годы кибератаки стали важной частью многоуровневой стратегии безопасности. Например, операция «Олимпийские игры», проведенная против Ирана, включала в себя кибератаки на ядерные объекты страны, что продемонстрировало, насколько важной стала киберразведка в современных конфликтах. Другой интересный аспект шпионской деятельности, это использование скрытых камер и микрофонов. Существуют миниатюрные устройства, которые могут быть внедрены в обычные предметы, такие как ручки или зарядные устройства. Эти устройства позволяют вести наблюдение за противником без его ведома. Такие методы используются для получения информации о планах и действиях противника, что может сыграть решающую роль в военных операциях. Стоит упомянуть и о новых технологиях распознавания лиц и анализа данных. Системы, способные идентифицировать людей по фотографиям, становятся все более точными. Они используются как для отслеживания подозрительных лиц, так и для анализа больших объемов данных, поступающих из различных источников. Такие системы помогают выявлять связи между людьми и организациями, что может быть особенно полезно в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Разработка технологий для перехвата радиосигналов также не теряет актуальности. Системы радиослушивания могут обрабатывать огромное количество данных, получая информацию о передвижениях и планах противника. Все эти технологии создают мощный инструмент для оценки обстановки и принятия обоснованных решений. На фоне всех этих технологий стоит отметить и важность человеческого фактора. Агенты, работающие под прикрытием, остаются важным элементом шпионской деятельности. Они способны собирать информацию из первых уст, внедряясь в организации и сообщества, которые могут представлять интерес для разведки. Их работа часто связана с высоким риском, но именно такой подход позволяет получать уникальные данные, которые невозможно получить другими способами. Таким образом, современные шпионские техники раскрывают перед нами новые горизонты в области разведки и безопасности. Благодаря высокотехнологичным методам разведывательные службы получают доступ к информации, которая может изменить ход событий. Теперь, когда мы ознакомились с тайнами современных методов шпионажа, пора перейти к загадочным исчезновениям технологий, которые до сих пор остаются неразгаданными. Потеря военной техники — это не только опустошение арсенала, но и загадка, обросшая множеством слухов и легенд. Одним из самых известных случаев стало исчезновение советского подводного крейсера «Курск» в 2001 году. Эта подводная лодка, находившаяся в ходе учений, внезапно пропала без вести. В поисковых операциях участвовали множество стран, однако из-за особенностей местности и глубоководных условий спасательная операция не увенчалась успехом. Лодка была обнаружена лишь через несколько месяцев, и причины ее потопления до сих пор остаются предметом споров. Не менее интригующим является случай с американским истребителем-бомбардировщиком Boeing B-17.
В 1942 году, во время Второй мировой войны, один из таких самолетов исчез в районе Тихого океана. Спустя несколько недель остались лишь обломки, которые трудно было идентифицировать. Однако слухи о его загадочном исчезновении породили множество теорий о возможных экспериментах и секретных операциях. В 1989 году в одной из военных баз по Восточной Европе произошел странный инцидент с танком. Во время учений один из танков исчез, а его экипаж не смог выйти на связь. Спустя несколько дней, когда танк был найден, его оборудование оказалось полностью уничтоженным. Что произошло с экипажем и почему танк оказался в таком состоянии, так и осталось загадкой. Не только наземная техника, но и воздушные средства стали жертвами загадочных исчезновений. В 1994 году в Испании пропал боевой самолет F-16. Официальные источники не смогли объяснить, как он мог исчезнуть с радаров, и это происшествие породило спекуляции о возможных несанкционированных испытаниях или даже инопланетном вмешательстве. Еще одной загадочной историей является исчезновение большой партии современных боеприпасов в одной из стран Ближнего Востока в 2005 году. Согласно сообщениям, эти боеприпасы вскоре были обнаружены в руках террористических группировок, вызывая вопросы о том, как они могли быть потеряны и попали в чужие руки. Многие предполагали существование коррумпированных схем, которые позволили бы отобрать эти боеприпасы у военных. К числу загадочных исчезновений относится и случай с экспериментальным беспилотником, который был потерян в 2006 году в пустыне Невада. Этот аппарат, по слухам, разрабатывался для совершенно новых тактических подходов по ведению войны. Официальные источники подтвердили его исчезновение, но дальнейшие подробности так и не были раскрыты, что породило разговоры о его возможном использовании в секретных операциях. Проблемы с исчезнувшими технологиями также не обошли стороной подводные лодки. В 1981 году подводная лодка «Сан-Луис» исчезла вблизи берегов Чили. Официальные отчеты сообщают, что лодка была потеряна во время учений, но свидетели утверждали, что слышали необычные звуки перед ее исчезновением. Эти слухи только усилили интерес к возможным экспериментам и разработкам, которые могли происходить в тот момент. Совершенно иной характер имело исчезновение системы управления для боевых объектов, которое произошло в 2007 году. Эта система, предназначенная для координации действий множества военных машин, была утеряна во время транспортировки. Долгое время не удавалось выяснить, каким образом произошла утечка, и до сих пор остаются вопросы о том, как этот инцидент мог повлиять на военные операции. Каждое из этих исчезновений лишь подчеркивает, насколько сложным и таинственным может быть мир военной техники. За каждой потерей скрываются не только факты, но и множество вопросов, ожидания и теории, которые продолжают будоражить умы исследователей и любителей технологий. Важные исследования и разработки иногда исчезают в тени, и порой их следы ведут в самые неожиданные места. Теперь, когда мы погрузились в истории о потерянных военных технологиях, пришло время узнать о том, как скрывались достижения, которые могли бы изменить ход истории. Скрытие достижений в области военной техники – это неотъемлемая часть истории многих стран. На протяжении десятилетий правительства и военные организации применяли различные методы, чтобы скрыть свои успехи от общественности и противника. Одним из самых ярких примеров является программа «Мантис» в Соединенных Штатах, которая разрабатывалась в 1970-х и 80-х годах. Эта программа включала в себя создание боевых роботов, которые могли бы автономно выполнять задачи на поле боя. Несмотря на многообещающие результаты, информация о проекте оставалась строго конфиденциальной, и лишь спустя годы после его закрытия стали известны некоторые детали. Другим интересным примером является проект «Калипсо», разработанный в Советском Союзе. Эта программа сосредоточилась на создании подводных аппаратов, способных проводить операции на больших глубинах. Однако большинство сведений о ней были уничтожены, и только в 90-х годах некоторые утечки информации позволили узнать о целях и возможностях этих аппаратов. Несмотря на это, конкретные данные о том, какие успехи были достигнуты в рамках проекта, остаются неизвестными. Скрытые достижения также касаются технологий, использующихся в авиации. Программа «Стелс», разработанная в Соединенных Штатах, была нацелена на создание невидимых для радаров самолетов и вертолетов. На протяжении многих лет информация о проекте была под грифом «секретно». И лишь в 1990-х годах, когда «Стелс» успешно применялся в боевых действиях, общественность узнала о его существовании. Но даже после этого многие детали оставались скрытыми, что позволяло поддерживать определенное преимущество на поле боя. Не менее захватывающим является проект «Сорвиголова», который разрабатывался в рамках Совета министров СССР. Этот проект был сосредоточен на создании воздушных боевых платформ с уникальными маневренными способностями. Хотя работа над проектом была приостановлена, благодаря утечкам информации стало известно о некоторых разработках, которые могли бы изменить облик воздушных сражений. Скрытие технологий также имело место в области материаловедения.
Например, в Соединенных Штатах разрабатывался секретный проект, целью которого было создание новых композитных материалов, которые могли бы значительно улучшить защитные характеристики военной техники. Однако информация о таких материалах хранилась в строгом секрете, чтобы не дать противнику шанса адаптироваться. Программирование и кибернетические технологии также стали предметом секретности. В начале 2000-х годов в Соединенных Штатах разрабатывалась система, способная автоматизировать многие аспекты ведения военных действий. Об этом проекте почти ничего не было известно, пока не произошла утечка информации, которая открыла завесу над тем, как технологии могут изменять облик современных конфликтов. Засекреченные разработки в области химического оружия также вызывали особый интерес. Многие страны продолжали разрабатывать новые вещества, которые могли бы быть использованы в войнах, оставаясь вне поля зрения международного сообщества. Эти разработки часто укрывались под различными предлогами, и только после глобальных скандалов и разоблачений становилось известно о реальных масштабах. Нельзя забывать и о космических технологиях. В Соединенных Штатах и России проводились эксперименты, связанные с созданием космического оружия. Многие из этих программ оставались секретными, и лишь спустя десятилетия после их закрытия стало известно, что некоторые из них достигли значительных успехов, которые могли бы оказать влияние на глобальную безопасность. Тайные достижения в военной технике показывают, насколько мир полон загадок и скрытых возможностей. Эти секретные программы и проекты могут варьироваться от разработки новых материалов до создания боевых роботов, но их общая цель – обеспечить стратегическое преимущество. Именно поэтому скрытие информации о таких достижениях продолжает оставаться важным аспектом военной истории. Погружаясь в изучение этих технологий, мы начинаем осознавать, что многие разработки могут не только изменить ход войны, но и оказать влияние на безопасность всего мира. Теперь, когда мы рассмотрели, как скрывались достижения, пришло время узнать, что ждет военную технику в будущем и какие технологии могут изменить облик войн в ближайшие годы. Будущее военной техники обещает стать еще более захватывающим, чем ее прошлое, и это связано с новыми достижениями в области технологий и боевых стратегий. Одним из основных направлений, на которых сосредоточены исследователи, являются беспилотные системы. Разработка более совершенных беспилотных летательных аппаратов продолжается с удвоенной силой. Уже сейчас ведутся работы над дронами, которые смогут выполнять сложные задачи, такие как тактические маневры, поиск и уничтожение целей с использованием искусственного интеллекта. Например, компании, занимающиеся оборонной промышленностью, активно тестируют многофункциональные дроны, способные работать в сетях и осуществлять координацию между собой в режиме реального времени. Не менее важным направлением является развитие боевых роботов. Совсем недавно начались испытания прототипов, которые могут самостоятельно принимать решения на поле боя, идентифицируя угрозы и реагируя на них. Эти машины могут быть использованы для проведения операций в сложных условиях, что снижает риск потерь среди военнослужащих. Ожидается, что такие технологии будут внедрены в военные силы многих стран в ближайшие несколько лет, что приведет к кардинальным изменениям в ведении боевых действий. Специальные технологии, такие как экзоскелеты, также находятся в центре внимания исследователей. Эти устройства могут значительно увеличить физическую силу и выносливость солдат, позволяя им переносить тяжелые грузы и выполнять сложные задачи, которые раньше были вне их возможностей. Прототипы экзоскелетов уже проходят испытания, и многие эксперты считают, что такие разработки станут стандартом для будущих вооруженных сил. Разработка новых видов оружия не остается в стороне. Лазерное оружие, которое когда-то считалось фантастикой, уже сейчас внедряется в арсенал военных. Системы, способные поражать цели на больших дистанциях, уже проходят испытания на полигоне и демонстрируют высокую эффективность. Например, тестирование лазерной системы на кораблях ВМС США показало, что она способна успешно уничтожать беспилотники и другие летательные аппараты. Кибербезопасность также становится важной частью военной стратегии. В связи с увеличением числа кибератак, военные организации начинают внедрять продвинутые киберзащитные технологии для защиты своих систем. Разработка технологий для поиска и устранения уязвимостей в системах противника даст значительное преимущество в бою. Также ожидается, что системы сбора разведывательной информации будут переходить на новый уровень, используя искусственный интеллект для анализа больших данных и выделения наиболее актуальной информации. В области материаловедения ведутся исследования по созданию новейших композитов, которые могут улучшить защитные характеристики военной техники. Эти материалы будут легче и прочнее, что обеспечит большую маневренность и защищенность, особенно для бронетехники и самолетов. Разработка таких материалов уже ведется, и ожидается, что они будут использоваться в новых моделях военной техники. Кроме того, продолжается работа над созданием автономных боевых систем. Программы, позволяющие военной технике действовать без непосредственного контроля человека, становятся реальностью.
В ближайшие годы эти технологии могут привести к созданию полностью автономных танков и бронемашин, которые смогут принимать участие в боях без участия человека. Таким образом, в будущем военная техника будет основана на высоких технологиях, способных изменить не только облик войн, но и сам подход к ведению боевых действий. Это новые возможности открывают перспективы для достижения стратегических преимуществ, которые ранее казались недостижимыми. Впереди нас ждет мир, где технологии будут определять исход конфликтов, и каждая страна будет стремиться к тому, чтобы занять лидирующие позиции в этой гонке вооружений.